У тебя до сих пор существует проблема с алкоголем? Я просто не знаю, что мне делать. Я чужим себя чувствую здесь. У ребенка всегда есть какой-то кумир. Самое прикольное, я хотел быть просто военным. Иметь семью, иметь стабильность в своей жизни. После что случилось? Снова посадили? Ты женат? Нет. Привет. Здравствуйте. Можешь немножко рассказать о себе? С чего все начиналось? Откуда твоя жизнь берет начало? Вырос я без отца, которого никогда даже не видел. Даже не знаю, как его звать. Вырос с бабушкой. Мама была слишком свободна в жизни и очень рано ушла из жизни. Поэтому вырос я как бы с бабушкой, но вырастила улица, скорее всего, а не бабушка. А мать, прости за вопрос, как покинула? Во сколько лет? Ей было 54 года. А тебе? 20 копейками. Отца не пытался найти? Нет. А что насчет своих детских мечт, которые у тебя были? Кем ты хотел стать, куда поступить, что хотел делать после школы? Самое прикольное, я хотел быть просто военным. То есть тогда, конечно, я думал, что буду каким-то морским пехотинцем или десантником, то есть. Но это мечты детства были, если не более. Правда, жизнь получилась совершенно другая. А почему так все сложилось? Когда все пошло по кривой? Наверное, где-то лет в 13 или около 13, когда я уже отбился от бабушки полностью практически. То есть я подумал, что я уже самостоятельный взрослый мальчик и могу жить самостоятельно. Ага. А откуда пришло такое решение? Почему ты решил, что ты готов к самостоятельной жизни, хотя тебе еще всего лишь 13 лет? Наверное, от того, что совершил несколько преступлений и появились деньги. Слушай, а возвращаясь к предыдущему вопросу, а почему именно военным? Не знаю даже. Ведь если отца не было, по сути, примера, куда стремиться, то есть, но у ребенка всегда есть какой-то кумир, к чему он тянется, к чему он стремится. Почему военный? Не знаю, то есть я же, детство все-таки я на улице вырос, но я много занимался спортом. То есть я занимался одним видом спорта, другим видом спорта. Когда я занимался легкой атлетикой, Николаевич был такой, Николай Владимирович, тренер, он бывший военный. То есть. И я до сих пор его помню по имени и отчеству. То есть. И я понимаю, что он много очень вложил для меня, когда я занимался легкой атлетикой. Вот. Но улица утащила дальше, чем легкая атлетика. А почему ты все-таки решил не продолжить? Наверняка он же с тобой проводил какие-то беседы и говорил, что так нельзя делать. Давай продолжим делать то, что тебе действительно нравится. Юношеский максимализм. В 13. Уже так рано повзрослел. И что было дальше? Дальше была малолетка. Пригнали, к Славику, и сегодня нам Вячеслав расскажет все о своей жизни, свои любимые места, как он жил, чем вообще дышал до своих 55 лет. Слава, свои! Let's go! Как обжился, как оно здесь? Как потихонечку, вот, обживаемся. Че нового? Стол крафтовый блин. Да. Зацени. Балкон здоровый, большой, можем поставить 2 стульчика, столик, и будет веранда. У тебя здесь даже это можно Можно. на спорте? Да, на спорте, но пока еще не начал. Ты на спорте, не умеешь? Пока еще не могу. Еще здоровья не хватает, наверное. Ну ничего, еще надо, просто не поел с утра, не позавтракал. Потихонечку будет, да. Ребят, побывал всем. О, Закупаемся. хороший холодос. О. Все, что нужно. Да. Плитка, раковина, нет для посуды, там, хозяйственные нужды. Все закупили, да, по-тактически? Да, потихонечку, да. Квартира, на самом деле, новая. Все вымыли, все протерли, все это. Вот все дни занимались уборкой, чистоту наводили, то есть. Все, здесь осталось только обживаться и обживаться. Да. Все, садись чай пить. После того, как ты вышел, бабуля еще была жива. Жила, да. Но мы уже перестали друг друга понимать полностью. Познакомился с девушкой, у девушки жил, то есть, и совершал преступление. Ну, всего на все прошло не более 6 месяцев, и я снова оказался в местах лишения свободы.
А после всего вот произошедшего, получается, 3 года ты отсидел, после 14 тебе уже 17 лет. Ты вышел. Что за этим последовало? Что ты начал делать? Надо было устроиться на работу, я не стал устраиваться на работу. Нет, я попытался несколько раз устроиться на работу, то есть ничего не получалось. Наверное, не то, что не получалось, наверное, просто желания не было. Не хотел работать, когда знал о Что том, я могу как уже- легкие деньги Да, могут как можно достаться. достать деньги, то есть. После что случилось? Снова посадили на 5 лет. Во сколько? Это 18 было. То есть, получается, отсидев уже 2 срока, получается, мы с тобой выяснили, каким-то образом ты обращался в соответствующие органы, чтобы они помогли тебе с трудоустройством, по жизни, какое-то снятие жилья, материальная помощь, биржа труда. Да, есть всякие социальные программы и тому подобное, то есть, ну, это все, в основном, это Филькина грамота, я считаю, то есть. Мало ты встречаешь людей даже в социальных службах, где люди работают именно не для того, чтобы поработать, а для того, чтобы помочь. То есть помочь это значит, надо себя отдавать. А себя мало кто захочет давать, особенно когда через человека проходят десятки осужденных. Так как Слава стал частью большой семьи Балабашеров, и в том числе года, мы помогли ему, а теперь Слава будет помогать всем остальным вместе с нами. Слава, это теперь тебе. Оверсайз. Осталось только пополнять и вырасти. Да, вот. Ну что, примеришь? Да. Вот, оверсайз, мод, тренд нового сезона. Это все. Готовы творить добрые дела. Налево и направо. Вот так вот. Осознать, что вот есть свое жилье, о котором нужно заботиться, думать. То есть, как бы, в этом отношении очень Ксюха помогает. То есть, она все-таки женщина, то есть, и больше, она, ну, знает, что надо сделать, то, купить, то есть, а я больше туплю. Я так выражусь. Больше помогаю по уборке. У вас это равноправие. Да я не думаю, что должно быть в этом отношении какое-то разделение. То есть она помогает мне, я помогаю ей. То есть она это делает от чистого сердца, почему я должен выдумывать то, что я муж, и должен это, не должен убираться, не должен делать то, не должен делать это. Правильно. А возвращаясь каждый раз с мест лишения свободы, у тебя было куда вернуться, правильно? То есть первоначально это была бабуля. Да. Но что стало после? Когда после- настал тот момент, когда ты не смог вернуться домой? Это вот последний раз я освободился после 18 лет. Почему так случилось? Почему ты Бабушка не- упокоилась. А как же наследничество? Почему ты не вернулся в тот дом, где жил, рос? Я не могу в данный момент даже подать заявление в суд о том, чтобы суд принял решение о том, чтобы вернули мне жилье или выплатили какую-то компенсацию по причине того, что утеряно свидетельство о рождении. То есть за время, пока я отбывал наказание, какие-то документы пропали. Основной документ – это свидетельство о рождении. То, что это доказывает, то, что я родственник своей бабушки, своей мамы. То есть если этой бумажки нету, я не могу доказать. То есть паспорт не является доказательством, Нет, не единая является, фамилия и Да, это реестр. не является, да. А чтобы вернуть свидетельство о рождении, я могу это вернуть его только через суд. То есть должно быть судейское решение о том, что мне выдали свидетельство о рождении. Ты ни разу не пытался провернуть все это? Когда я освободился, я судился со всей России. Я освободился инвалид второй группы в коляске, в инвалидной коляске. Из-за чего? Ну, повреждение позвоночника и множество Это другое. ты получил уже... Да, там, отбывая наказание, я получил ряд хронических заболеваний, что посадил меня в коляску инвалидную. Вот. Выжил, то есть, короче, пока поднимался с ног, как говорится, пока то все, я судился с всеми Россией. Суд принял решение, что все-таки мы находимся там в очень хороших условиях, с чем я далеко не согласен. Ну, я не могу опровергнуть решение суда. А каким образом ты утерял жилье? Так как у нас с бабушкой были не очень хорошие отношения, то есть, ну, я ей говорил, то есть, но она не могла, по закону она не могла эту квартиру, это ее собственность, как бы, приватизированная, то есть, но я на этой жилплощади был прописан, и хоть как, зарегистрирован, прописан, то есть, хоть как доля моя там была, официально по закону. Но чтобы это все вернуть, квартиру несколько раз продали, пока я отбывал наказание. Когда бабушка упокоилась, ну, кто-то провернул какие-то сделки, я не знаю, кто.
Квартира в данный момент принадлежит не нашему, не мне. Ты, прости, что перебью. Ты не знаешь или не хочешь их называть? Я не знаю. У тебя даже нету ни малейших предположений о том, кто бы мог это все провернуть. Я даже не знаю. Я не знаю, кто был в последние годы с бабушкой рядом. То есть я на момент освобождения я считал, что бабушка еще жива. То есть и я находился в то время у одного знакомого хорошего. Они меня приютили на несколько дней, пока я освободился. Вот. И они видели, когда я услышал, что бабушка упаковалась, я просто, я оторопел. То есть. Ее не стало там в 2014-2013 году, а в 2020 году я только узнал об этом. Меня никто об этом не извещал, ничего. То есть тебе сейчас 55 лет? Да. И получается, по всем твоим рассказам, 38 из них, 37, ты провел в местах лишения свободы. Да. За столь долгий срок, насколько сильно поменялось твое мировоззрение, отличное от того, как ты там находишься, и когда ты возвращаешься на свободу? Что происходит? Когда ты выходишь оттуда, проведя столько лет там, ты очень часто задаешь вопрос, а зачем я здесь? Вот ходишь здесь по улицам, люди ходят, у людей какие-то есть дела, заботы, хлопоты. А я, получается, у меня ничего нету, ни забот, ни хлопот. Я просто не знаю, что мне делать. Я чужим себя чувствую здесь. Вот сейчас мы проезжаем, здесь почта, вот в этом номере жила девочка Людмила. Я к ней бегал, рвал цветы с клумб и дарил. Она мне очень нравилась. К моему сожалению, я и не очень. Но ты долго старался, да, наверное? Да. Мы дружили, все у нас. То есть, у нее был свой молодой человек. Во френд-зоне тебя держала. Да. А что еще интересного здесь такого вот прям яркое-яркое событие есть? Здесь прошло мое детство. Здесь было много хорошего, много плохого, наверное. То есть не знаю, чего больше, но мне кажется, все-таки было больше хорошего. Потому что я смотрю эти дома, прохожу мимо этих домов. В этом доме жил мой знакомый, в этом жил мой друг. То есть вот здесь в школе я учился, здесь я хулиганил, но здесь были прекрасные минуты, когда проводились дискотеки, и мы все вместе танцевали. Прям во дворах? Нет, в школе я имею в виду. То есть дым во дворах мы сами их устраивали. Автопати, да? После основной. Да. И что происходило в последние 3 года твоей жизни? Особо хорошего ничего. Потому что был постоянный поиск работы, постоянный поиск жилья, были срывы. И с каждым разом становилось их больше и больше срывов этих. Потому что тупиковая ситуация, жить негде, работать не берут, есть нечего. То есть начинаешь крутиться, вертеться, то есть прекрасно понимаешь, что либо ты идешь преступление совершать, а это Снова повторение вот этой повторение, романтики. это называется путевка уже в один конец. Я уже, мне 55 лет, и здоровьем я не пышу уже. И я понимаю, что этого нельзя совершать, то есть и вот начинается вот это скитание, нервоза, вот это все вот это. И вот до последнего момента, то есть вот я не знаю, как я с вами познакомился в социальной службе. Когда я ехал туда, я прекрасно понимал, что они тоже мне ничем не помогут. Но ты приехал в ночлежку, Да, я Боровая приехал в 112-Б. Да. Они И помогают. Словами. Не делом? Делами. Они помогают восстановить документы. Это максимально, что они делают. Я обращался к ним когда-то в какое-то свое время помочь мне с работой. Они не смогли мне помочь с работой. Да, они могут предоставить мне на ночь жилье. То есть я могу переночевать. С 9 до 9 утра. А в 9 утра ты иди куда хочешь. То есть ночлежка существует только на ночь. Ты ночь переспал там под крышей, слава богу, хоть это дается. Там покормили каким-то там макаронами быстрого приготовления с галетами. Вот, то есть. И слава богу, то есть. Ну а дальше ты сам себе предоставлен. Когда приезжаешь на крышку, там начинаешь с мужиками общаться. Кто там постоянно. Вот есть постоянные люди там, постоянно, они уже профессионально знают, как и что делать. Я не научился этому. Они знают, куда поехать, где что взять, где что продать. Вот крутятся вот в этой системе ночлежек и социальных программ вот этих. Они как бы знают уже, как им выживать. Я не научился этому, поэтому, то есть, наверное, даже я не хотел жить именно так, как они живут. Я хотел изначально
Когда я освобождался, я хотел действительно, и до сих пор хочу иметь семью, иметь стабильность в своей жизни. Почему семью? Потому что, наверное, когда ты живешь ради тех, кого ты любишь, ты начинаешь думать и осмысливать жизнь совершенно по-другому. Вот мы добрались до твоей школы. Что они? Поменялась как-то сильно, она изменилась? Внешне не изменилось. Как была, так и осталась. То есть, построили заборчики. Заборчиков не было раньше. Здесь и приятно находиться, и воспоминаний очень много нахлынуло сразу же. То есть, как я хулиганил, как я мучил учителей своим поведением и своим непониманием, то, что они хотели принести мне на самом деле добро. Как они заботились обо мне, как помогали. Но только с годами это все приходит. Какое-нибудь есть самое-самое яркое, приятное воспоминание из школьной жизни? Наверное, это то, что почему-то я всегда это вспоминаю, когда сюда приезжаю, как я заступился за девушку, которая мне просто даже не нравилась. Просто девушка хорошая. Мне казалось, она хорошая, добрая девчонка. А к ней пристал Женька, такой толстый, здоровый мальчишка, в 2 раза больше меня. И я решил заступиться. Все думали, что он меня своим весом задавит. Но оказалось, моей злости хватило больше, чем его веса. Либо наоборот, ты задавил его своей добротой, ты же девочку правильно заступался за нее. Значит, добро все-таки победило лишний вес и рост. Да. Смотри, Слав, мы, получается, помогаем тебе, наша аудитория, которая все посмотрят, и в особенности балабашеры, тоже проявят свою инициативу в помощи. Но теперь почти что ты встал на ноги, начал жизнь с чистого листа, и твоя очередь помогать другим людям. Ты готов к этому? Я готов к этому. Погнали тогда? Погнали. Тот день, когда мы приехали с гуманитарной помощью, раздали все деньги. Можешь рассказать об этом мне? Да, в тот день я вышел из больницы. Оказавшись там из-за длительного алкогольного употребления. То есть я попал в больницу именно в наркологии, то есть я очень долго пил. Отлежав в больнице, меня выписали, то есть я чувствовал себя относительно уже неплохо физически. Нехорошо, не скажу, что я хорошо чувствовал себя, но я относительно. И я понимал, что в больнице, по крайней мере, там кормили, как говорится, 3 раза кормят, и есть крыша над головой. Но я вышел, у меня снова ничего нету. Ни еды, ничего нету. И я поехал на обводный. В надежде на то, что мне предоставят какую-то крышу над головой и покормят. Приехав туда, я увидел вас. Вы стоите, разговариваете с ребятами, с мужиками, помогаете им, я вижу, помогаете материально, то есть. На самом деле, знаете, основной массе ребятам, которые там уже довольно-таки уютно себя чувствуют, почему? Они регулярно получают вещи, которые гуманитарные вещи выдают. Они научились жить именно благодаря этим программам. То есть как жить. То есть иметь с этого выгоду. Я их не осуждаю, не порицаю, ничего. То есть люди выживают так, как могут. Каждый выживает, как он может выживать. Я не хочу так выживать, как они. Поэтому я, увидев вас, я подошел к вам, просто попросил вас: ребята, вы можете помочь мне с работой? То есть потому что ту помощь, которую вы мне можете оказать на тот момент, которую вы оказывали, она меня не спасет. Потому что она не дает стабильности. Спасибо за то, что вы делаете, для тех людей, которым вы сделали. Но это не стабильность, нужна работа. Поэтому я подошел с одним единственным вопросом к вам. Пацаны, можешь помочь с работой? И все. Слав, вот ты вышел из больницы после алкогольного отравления. У тебя до сих пор существует проблема с алкоголем? На самом деле нет. На самом деле я в больнице пока лежал, я сам себе задал вопрос. У меня никогда не было таких срывов, чтобы я 2 недели подряд пил алкоголь. Я вообще к алкоголю всегда относился отрицательно. То есть, не то, что я такой. Нет, я могу выпить, но не пить. То есть с того момента, как я вышел, уже сколько времени прошло, я еще даже глотка пива не сделал. И меня даже не тянет на это. Я никогда не был алкоголиком, на самом деле. Из-за чего так произошло, что ты попал в больницу с алкогольным отравлением? Так я встретил в своей жизни женщину, которую очень сильно полюбил. И в какой-то момент я совершил ошибку, и мы расстались. Это был повод моего срыва.
Ну, это давало себе оправдание, наверное, опять же. Нужно было исправлять ошибки и решать их, а я просто запил. То есть, получается, до этого момента, как ты попал в больницу с алкогольным отравлением, таких инцидентов более не было. В моей жизни не было. То есть ты, по своей сути, не пьющий человек. Да, и никогда не был особо. Я могу выпить там, в праздники, там, с друзьями. То есть, Как и каждый обычный да, но нормальный человек. жить запоями, у меня никогда не было запоев. Это был первый мой запой в моей жизни. Вот ты рассказал, как ты познакомился с нами, и хочется задать вопрос. А что поменялось в твоей жизни за последнюю неделю? Ну, до встречи с вами, знаете, я уже перестал верить в то, что кто-либо может помочь. Я перестал верить в сказку, как говорится, в чудо. То есть, что есть просто такое понятие, как можно прийти и помочь человеку. Я уже в это давно уже не верил. Я до сих пор вот я с вами знаком уже неделю, вы мне столько сделали, то есть я до сих пор не осознаю, как будто я в какой-то сказке нахожусь. Как будто какой-то фэнтези, который пишу не я, а небеса. Здравствуй, как тебя звать? Николай. Меня Слава. Давай познакомимся. Сложная ситуация жизненная. Да. Тебе помощь нужна? Да. Я надеюсь, ты не пропьешь эти деньги, а купишь лекарства себе, шапку какую-нибудь зимнюю, уже потому что поздно и холодно. Береги себя и твори добро. Здорово, родной. Как ты себя чувствуешь? Вот тебе небольшая помощь. Купи себе лекарство, шапочку какую-нибудь. Дай Бог крепкого здоровья. Все. Совсем плохо стало в жизни, да? На, купи себе хлеба. Всего доброго. Здравствуй. Здравствуйте. Как ваше здоровье? Нормально. Вот вам небольшая материальная помощь. А мы молиться будем за вас. Спасибо. Здравствуй. Как твое здоровье? Хочу оказать маленькую помощь. На. Я в тебя покрылся. Купи себе еды. Какую роль за последнее время для тебя сыграл как раз год? Вы подарили не то, что свет, вы подарили веру в этот свет. Что бы ты мог сказать нашим зрителям для нашего канала на камеру? Если это взрослое поколение, то они уже прекрасно понимают, о чем я говорю. Они понимают, что жизнь прожить – это не поле перейти. Если это молодое поколение, которое смотрит, ребята, когда вы выходите на улицу, это не значит, что можно делать, что хочу и как хочу. Помните, что вокруг вас люди. У каждого своя судьба и у каждого своя жизнь. Не делайте глупых и необдуманных поступков. Думайте о том, что произойдет через минуту. 1 минута может изменить всю вашу жизнь. Таких примеров очень множество. Поэтому каждый шаг надо обдумывать и осмысливать. Потому что здесь жизнь прекрасна во всех проявлениях. Даже в моем случае она тоже прекрасна. Это тот опыт, который дается не каждому. Но я надеюсь, ту жизнь, которую вы услышали, кому-то она даст какую-то подсказку. Слав, какая мотивация у тебя изменить свою жизнь? Ну, первое, наверное, я скажу то, что это надо изменить свою... Самое главное – это изменить себя и свою жизнь. Вторая мотивация, так как на моем пути встретились хорошие ребята, которые протянули руку, чтобы мне было не стыдно им в глаза смотреть. И третье – это любимая моя женщина. Насчет любимой женщины. То есть она до сих пор с тобой? Да, И ты ее безумно любишь? да, Ты женат? нет, Хотел бы этого? хотел бы. А как думаешь, она была бы согласна, если бы ты сделал ей предложение? Она согласится тогда, когда я встану на ноги и... То есть ты готов сыграть свадьбу настоящую, пышную, как полагается джентльмену? которой у меня никогда в жизни не было. Ни разу не был женат? Нет. И вот готов в 55 лет жениться. Да, на этой женщине. Как думаешь, сколько потребуется времени для того, чтобы это свершилось? Наверное, все зависит от меня, как быстро я встану на ноги. Ты готов Да. найти работу, встать на ноги, начать Сделать жизнь с предложение. чистого листа, не
учудить чего-либо. Да, это вообще, это даже в мозгах нет такого. Мы от лица Гримаса, от лица года говорим, что мы сделаем все возможное, чтобы ты встал на ноги, чтобы сделать тебя самостоятельным человеком. Мы можем только лишь иногда помогать с чем-то, подсказывать и в конце концов сыграть твою свадьбу, куда придут все наши и уже твои балабашеры. Балабашные. Да? Ну вот, наше полноценное интервью со Славой подходит к концу. И ставьте лайки, подписывайтесь на канал Одиссея, холдите Гримас до последнего. Не продаем ни монеты. Благодаря Балабашам я начал новую жизнь. Они открыли мне новый путь, где я почувствовал себя просто человеком. Сегодня благодаря Балабашам и Одиссею я смог оказать таким же, как я сам, помощь. Я очень хочу найти Одиссея, и я иду к этому, и я его найду, чтобы сказать слова доброты и благодарности за то, что он делает и сделал. Именно для меня. И я думаю, не только для меня, а для многих и многих и многих. Получается, отправляемся на поиски Одиссея, чтобы ты лично сказал ему спасибо? Да. Тогда отправляемся искать Одиссея.